Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Не к тому, что мы стеснялись признать наличие друг друга в жизни. Это как бы было бы странно спустя 20 лет. Тебя зааутили, об этом все знают. Он тоже плохой. Нет. Нет. Почему ты не говоришь открыто о своих отношениях? Это, в принципе, то, что присутствует в наших жизнях каждый день. Просто, они, мне кажется, точно так же зажравшиеся приниматели законов. как бы гейм плохо. Люди боятся потерять контракты, люди боятся, что их жизнь изменится. Это до сих пор сложный выбор. Так, хочется обсудить. А теперь поговорим, давай поговорим. Не могу держать в себе. Мне нравится. Ты бы хотел, чтобы Милен Фармер приехала и устроила тебе концерт здесь? Хотел, конечно. Прям вот в доме. Да он сам гей. 3, 2, 1, поехали. поехали. Привет. Привет. И все, кто нас слушает и смотрит, тоже большой привет. Начинаем очередной эпизод нашего подкаста, который называется «Открытые уши». Открытые души. И мы продолжаем наш эксперимент. Говорить о том, что каждого из нас волнует, но заранее эти темы мы не обсуждаем. Каждый из нас готовит какую-то тему, и здесь мы ее импровизированно уже начинаем перетирать. Сегодня у меня вообще как-то 0 даже догадок, о чем ты там придумал. Впрочем, как и у меня нет догадок, что ты там придумал. В прошлый раз мы с тобой поговорили о том, о чем мы когда-то разговаривали, и все еще как-то было свежо, но сейчас я вообще даже не догадываюсь. Давай попробуем, кто первый. Давай камень, ножницы, бумага. Нет, просто давай первый. камень, ножницы, бумага. Какая такая бумага? Камень, ножницы, без колодца. Хорошо. Без бутылки, без всего вот этого вот хитрого. Да, камень, ножницы, бумага. Хорошо, давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага. Это давай. значит, ты первый начинаешь. Нет, это значит, ты первый. Нет, я победил, значит, я выбираю, значит, кто ты начинает. Окей. Нос чешется. Я тоже как раз вычесал. К выпивке. Сегодня я наткнулся на пост 2 ребят из Уругвая, которые затронули тему аутинга. Мы об этом с тобой тоже недавно говорили в разных аспектах, с разных сторон. И мне кажется, что это такая важная тема, которую можно сегодня обсудить и, опять же, с разных сторон подойти к этому. Потому что аутинг может быть тоже разный. Не все так однозначно, да? Как бы это странно не звучало. Как бы это странно не звучало. Нет, наверное, начнем здесь с того, не что... черное и белое. Мне кажется, что здесь есть оттенки, о которых как раз можно поговорить. Давай, наверное, начнем с того, что, может быть, некоторые зрители не знают, слушатели, не знают, что такое аутинг. Аутинг — это, проще говоря, насильственный камин-аут. Это когда кто-то кому-то без твоей воли рассказывает, в данном случае речь идет об ориентации, о твоей ориентации. То есть, например, на работе один из коллег узнает о том, что ты гей или лесбиянка, и рассказывает об этом всем остальным, аутит тебя, и, соответственно, без твоей воли ты не делал этот камин-аут, ты не хотел об этой части своей жизни рассказывать своим коллегам, тебя зааутили, об этом все знают, ты на это сам не соглашался и не собирался этого делать. Вот это вот аутинг. Аутинг может происходить в школе, в интернете, на работе, когда где угодно. Публичным против твоей воли. Против твоей воли. Насильственный камин-аут, да. У тебя был когда-нибудь опыт аутинга? Да нет, я думаю, что, наверное, нет, потому что ты знаешь, как-то в школе, в институте, мне кажется, в школе, может быть, я и сам еще ничего не понимал, в институте как-то особо нет, наверное. По крайней мере, я об этом не знаю. На работе, в принципе, никто не знал, поэтому как-то там... когда-то же они узнали об этом от нас, от тебя, У меня был, личные наверное, персоны. достаточно интересный эпизод на работе, о котором я узнал уже спустя много-много-много лет. И... как я и говорил, я на работе никогда, там еще, на старой работе. Сейчас ты уже, понятное дело, с переездом в Канаду, это не стало каким-то секретом. Слушай, мы здесь живем открытой жизнью и ни от кого ничего не скрываем. Это, было целью, да. Да, абсолютно. Основное. А там еще в Москве понятное дело, на работе никто не знал. У меня не было ни с кем настолько близких отношений, чтобы как-то такие темы обсуждать. Может быть, и были, но почему-то шаг вот этот, в принципе, аут, вот камин-аут, это не зря говорят, что это достаточно такая непростая вещь, и даже с людьми, с которыми сейчас я очень-очень близко общаюсь, тогда мы не были, не то, что мы не были настолько близки, Тогда еще я не рассказал им о том, как и что. Да, в принципе, наверное, не было даже момента, когда бы я им рассказал, это просто стало известно вдруг.
как-то ни с того ни с сего. И вот один из моих коллег, либо он догадывался, либо еще как-то, и вот он, видимо, опять же, чтобы предостеречь какое-то неправильное отношение ко мне, имел разговор с другими коллегами, что вот вы, пожалуйста, с Алексеем помягче, и не надо, если он чем-то от вас отличается, значит, не надо его каким-то образом булить или еще как-то. Вот, если я правильно запомнил, как-то вот так история выглядела. Ну, с одной стороны, аутинг это или нет? С одной стороны, благие намерения, с другой стороны... С другой стороны, может быть, и не надо было, опять же. Как раз вот та самая, да, неоднозначная ситуация, когда вроде он хотел хорошего, да, но кто-то мог об этом не знать, и кого-то это в принципе могло, ну, никак не волновать. И пока ты сам об этом не рассказываешь, это в принципе не должно волновать. Опять же, есть разные вещи, причины, по которым ты это можешь рассказывать. Мы сейчас тоже с тобой этого коснемся. На работе, в институте, в школе такого у меня тоже не было. Ну, там мог кто-то догадываться, еще что-то, но так, чтобы кто-то вот вышел и сказал, там, Саша гей или там бисексуал, кто угодно. Потому что у меня же были отношения с девушками тоже. Точнее, в первую очередь тогда были отношения с девушками. Аутинг такой, или точнее, ну да, наверное, я бы назвал это аутингом. Начался в интернете уже. Уже когда Cooking Time набрал, ну, какое-то количество, достаточное количество подписчиков, там, несколько сотен тысяч, да, уже, наверное, когда появился и Всевсад, или, по крайней мере, какие-то влоги о наших путешествиях, я, в принципе, никогда ничего не скрывал. В Фейсбуке можно посмотреть историю фотографий, там были наши совместные фотографии всегда, и я никогда ничего не придумывал, но открыто об этом не говорил. Мы тоже об этом говорили с тобой, когда говорили развернуто о камин-ауте. Но вот когда Cooking Time набрал такую достаточно популярность, и я все еще избегал этой темы, вот начались комментарии, мне стали предъявлять претензии. Почему ты не называешь Лешу, это стали писать в комментариях, почему ты не называешь Лешу мужем, почему ты не говоришь открыто о своих отношениях, почему ты честно не скажешь о своей ориентации. Публично на многотысячную, на несколько сотен тысячную аудиторию стали распространяться комментарии, где фактически уже, ну, как данность. Саша гей, просто он открыто об этом не говорит. Ну, такие призывы должен взять знамя изо всех тоже, ну, типа рассказать и этим сделать кому-то лучше. Спойлер, никто никому ничего не должен. Мы тоже об этом говорили. Камин-аут — это дело такое важное, личное и очень сложное. Ну вот эти вот призывы стали все чаще и чаще поступать. Почему ты об этом не говоришь, ты должен об этом сказать? Тогда, когда для нас это в принципе тоже был процесс. Мы даже когда в Канаду переехали, мы не сразу к этой терминологии пришли. Ну вот, наверное, вот такой вот аутинг начался в интернете, тут и там. И в Инстаграме, и в Ютубе, и очень часто это было со стороны гей-сообщества. Мне писали, что я должен об этом открытые публичные претензии, когда я сам об этом открыто еще не говорил. Тебя это как-то задевало? Ну, мне было это неприятно. Ну, вот это как раз вот тот самый аутинг. Я не был тогда готов к такому открытому разговору со своей аудиторией, и мы тоже это обсуждали, потому что много разных причин. Это и какой-то иррациональный страх, страх. И потом мой камин-аут, когда мы жили еще не в Канаде, когда ты в отношениях, это не только твой камин-аут. Это мой выбор должен был быть сделан за нас двоих. У тебя такого желания тоже не было. Я достаточно открыто всегда общался на эту тему со своими коллегами. У меня никогда не было на моих офисных работах никаких секретов в этом плане. У тебя ситуация была другая. Но в данном случае мой камин-аут, соответственно, стал бы и твоим аутингом в данном случае. Я бы зааутил тебя. И это было несправедливо, неправильно, и это было некрасиво. Мне не нравились эти комментарии, конечно, они меня задевали, конечно, это были, ну, неуместные, как мне казалось, как я до сих пор считаю, комментарии. Ну, я То есть аутить кого-то в комментариях — это тот же аутинг, это тоже подло, некрасиво и, на мой взгляд, запрещенный удар. А есть... Мы с тобой тоже как-то говорили, есть ли какие-то люди, которых можно зааутить, и ничего страшного? Ну, это вот, да, как раз вот... Какие-то негативные персонажи. Если говорить о политиках, да, давай говорим о политиках, которые, например, принимают гомофобные законы, или люди, которые активно поддерживают эти самые законы, или
распространяют гомофобные мнения. Сами являясь... Да, сами являясь представителями ЛГБТ, гомосексуалами, лесбиянками, скрывая это. При этом вот это даже какие-то не двойные стандарты, популяризируя идею гомофобии всеобщей. В этом случае я считаю, что вполне легитимно этих людей аутить. Чтобы те самые законы, которые они распространялись на них в первую очередь. Тоже, потому что они, как всегда, такие касты неприкасаемых. Разные есть мнения на этот счет, и я не знаю, насколько популярно мое мнение. Я твердо считаю, я много об этом думал, я считаю, что таких людей нужно аутить. Не только политиков, которые принимают гомофобные законы, но и людей, которые всяческим образом распространяют идею этой самой гомофобии, выступая за дискриминацию тут и там. Даже просто в каких-то постах, даже просто в каких-то своих видео, при этом сами принадлежа к этой дискриминируемой группе людей, я считаю, что абсолютно легитимно. Можно стоять, конечно, в белом пальто и... ждать, пока тебя в результате обрызгает, но сам, типа, я, опять же, да, выше этого, не опускаться до уровня. Это все такие... Я не очень хорошо отношусь ни к одной, ни к другой фразе. Можно говорить о том, что это в любом случае личная жизнь, вторжение в личную жизнь, но в твою-то уже вторглись. Ну, действительно, если все эти... С другой стороны, знаешь, меня немножко коробит что это все равно, что, например... Просто как мы это обсуждаем, и как, наверное, общество это видит, наверное, опять же, это все идет из общества, поэтому, знаешь, мы с тобой говорили, что мы, переехав сюда почти 10 лет назад, до сих какой-то был процесс принятия каких-то новых норм, новых ценностей, и, казалось бы, мы внутренне ко всему этому были готовы, но внешне сложно было себя переделать, сложно, например, научиться говорить, что это мой муж, а не партнер или еще чего-то. Даже не просто... Не к тому, что мы стеснялись признать наличие друг друга в жизни, это как бы было бы странно спустя 20 лет, опять же, но само слово «муж», «husband» изо рта не вылетало. Не было органичным, мы об этом тоже говорили, да. И как бы сейчас абсолютно это все по-другому уже, но когда мы сейчас ведем этот диалог, и такие типа «ах, вот он принимает плохие законы», в то время как сам является тоже представительством меньшинства, и, значит, его тоже надо зааутить, немножечко где-то у меня на отдаленном на фоне, знаешь, возникает мысль, что это какая-то параллель, и опять же, как пережитки, знаешь, этого общества, что если кто-то, например, делает что-то плохое, об этом никто не знает, но он говорит, что вот он тоже плохой. Нет. И вот нет, я просто говорю, что я когда сам, например, говорю, что вот, например, некий, скажем, не знаю, представитель законодательного собрания какой-нибудь страны, являясь сам геем, принимает всяческие законы против геев, и мы говорим, да он сам гей. Здесь не вот сама фраза «он сам гей», как будто мы его в чем-то обвиняем. Это значит, типа, быть геем плохо, а это совсем не так. Хочется как-то вот здесь развести. Вот нюанс такой маленький, да? Здесь вот как раз вот мне кажется, что ты очень четко... по-моему, даже первой фразой, когда мы начали об этом говорить, чтобы эти законы распространялись на них самих. Просто, они, мне кажется, зажравшиеся приниматели законов должны попадутся в свою вот эту вот должны расхлебывать то, что они там напринимали в первую очередь. А почему-то выходит очень часто по-другому. Все эти дискриминационные законы распространяются на кого угодно, кроме как власть придержащих, да? Это не значит, сам ты гей. Нет. Это просто для того, чтобы эти люди сами были подвержены тем законам, которые принимают. Тем гадостям. Если они кому-то расставили, как они думают, капкан, пусть они сами в него попадут. Той гомофобии, тех лишений, той дискриминации. Если они сами за это топят, они сами в первую очередь должны на себе это против себя должны топить. Если ты, опять же, популяризируешь, пропагандируешь идею гомофобии, ты тем самым влезаешь в жизнь других людей, портишь их жизни. Иногда подставляя их под удар, иногда создавая какие-то опасные условия для жизни, агрессию направляя в сторону этой дискриминируемой группы. Да-да. Почему это должно касаться всех остальных, но не тебя, когда ты принимаешь этот закон? Согласен. Или принимаешь участие в его принятии, или топишь за него.
неважно. Согласен. А вот скажи, как ты считаешь, сейчас очень много всяческих популярных журналистов, даже не журналистов, скорее интервьюеров. Вот уместно ли какому-нибудь интервьюеру спросить у интервьюируемого о его сексуальной ориентации, если этот человек заранее до этого об этом публично не заявлял? Нет, а зачем? Ну, это дополнительную какую-то волну создать. Ну, типа, это вот, ты опять же же, даешь да, интервью. А как ты знаешь, что это же такая очень непростая тема. Ты где-то лишаешься какой-то безопасности, в том числе, зная, как гомофобно общество, и не только в какой-то отдельно взятой стране, но повсюду это гомофобия. Даже в развитых цивилизованных странах, к сожалению, эту заразу не уничтожили. Никак не справились с гомофобией. Это до сих пор сложный выбор, даже в Канаде. Ну, например, вот да, сейчас Хит и Трайверли, и идет как раз разговор о том, что в мускулинном спорте тоже есть много гомосексуалов, но далеко не все способны сделать камин-аут, опять же, боясь, что это повредит их карьере, да чему угодно повредит, рекламным контрактам. Франсуа Арно, Арно у него фамилия. Вот недавно я видел интервью с ним, и он сказал, что до сих пор даже на текущий момент в большом хоккее, в НХЛ, до сих пор нет ни одного спортсмена аут. Это не значит, что там нет гомосексуалов. Да. Абсолютно. Может быть, их там и нету, конечно, может но быть, я думаю, нет. что по статистике наверняка есть. Наверняка есть. И никто не аут. Люди боятся потерять контракты, люди боятся, что их жизнь изменится. Это до сих пор сложный выбор. И когда интервьюер... не было бы причин бояться. И возвращаясь к интервью, если до этого, вот, например, интервью с Михаилом Зыгорем, который открыто до этого сделал камин-аут, рассказал о своих отношениях, там этот вопрос был совершенно уместен. Но, кстати, меня очень покоробило отношение Кати Гордеевой в вопросе, когда она говорила еще о его работе на дожде или после дождя. И когда он говорил о том, что он был достаточно открыт, просто публично об этом не говорил. И она дала этому оценку. Ну, не кажется ли ему, что это лицемерно? Ну, камон. Опять же, давать такую оценку, когда ты никогда в этой шкуре не был, когда никогда ты не испытывал страха, что кто-то узнает, и ты будешь отвергнутым, опять же, лишишься не только каких-то рабочих контрактов, а окружения, друзей, родных. Очень... Ну, она, видимо, думала, что раз он все равно не скрывал, то какой смысл? Все, кто его окружает, все, кто ему близкие, и от которых так или иначе зависит его жизнь, он, видимо, типа знали. А если узнает об этом все остальные, то какая уж разница? Может быть, это кому-то еще помогло? Может быть, она как-то с этой стороны? Это все равно, что спросить, какая тебе разница? Ну и скажи там, что сделать камин-аут? Как тот, кто ты не знаешь, насколько это сложно. Да. Ты никогда не переживал это. Ты не знаешь, как это, когда тебя ненавидит фактически общество, как только ты понимаешь, что ты отличаешься от большинства и испытываешь на себе это давление гомофобии. Ты не можешь говорить, насколько это мерно, лицемерно и какая степень твоего страха. Потому что страх есть практически у всех до сих пор. Мы даже с тобой говорили везде. Тоже, знаешь, каждый раз, когда ты говоришь с кем-то, кто тебе, новый коллега или еще чего-то, ты, с одной стороны, ты открыт, все знают. Но у тебя новый коллега, и ты, когда о чем-то говоришь, вот, например, у меня такая ситуация, у меня там какие-то новые люди приходят, или там, не знаю, у врача на приеме, или еще где-то, в какой-то ситуации, где ты встречаешься с людьми, которые не знают о твоей личной жизни ничего. И упомянуть о своем... Или у тебя есть выбор говорить мой партнер или мой муж. И даже каждый раз, когда ты говоришь «мой муж», и, в принципе, партнер тоже все понятно. Если у тебя жена, ты просто говоришь «жена» и «жена». А если ты выбираешь другие слова, и сразу же все понятно, и это все равно какой-то микро-камин-аут каждый раз. Каждый раз, камин-аут мы переживаем при каждом новом знакомстве. Абсолютно. Как новый коллега, как правило, там по спортивной команде кто-то с кем-то тренируешься, ты так или иначе говоришь. И каждый раз ты не знаешь, как на это человек отреагирует. Возвращаясь к теме интервью, к теме интервьюеров, если это уже было как-то обозначено, если человек рассказывает публично о своей личной жизни, рассказывает о своем муже или женщина рассказывает о своей жене, если это каким-то образом уже
достояние общественности, ничего в этом страшного нет, разговаривать об этом. То есть уходить тоже и обходить эту тему, это тоже такой, знаешь, оттенок гомофобии. Нужно вести себя с человеком ровно так, не пытаясь его, опять же, каким-то образом выделить или сделать отличающимся от других. То есть если эта тема открыта, на нее открыто можно говорить, да, не стесняясь. Если это какое-то не интервью для какого-то там канала о личных жизнях, да, если это не Оксана Пушкина какая-нибудь, образ собирательная, да, где-то она всплыла, то, мне кажется, тема личной жизни, она не всегда релевантна во многих интервью, особенно какие-то интервью там социальные, экономические, политические, там значимые, да. Опять же, если человек ведет какую-то активную деятельность в направлении, то есть занимается активизмом, борется за права, тоже, мне кажется, уместно об этом говорить. Но опять же, если человек не говорит о своей личной жизни, значит, не надо туда и лезть, мне кажется. И уж точно не нужно человека спрашивать, а говорят, что ты гей. Вот, а правда ли это? Я как раз хотел спросить, знаешь, сколько раз говорят, недавно мы видели. Где-то там кур доят. Конечно, та же самая Ирина Шихман спрашивала у Максима Галкина, типа, что столько много разговоров, правда ли это или нет. Ну, то есть даже так спросить, ты думаешь, мне кажется, неуместно. Как мы в прошлый раз говорили, что каждый для раз... чего? Нужно понять, делаешь, для чего. Вот. Да. И какие твои ожидания? Если, допустим, он говорит «да», и что? А если он говорит нет, и тогда что? На что ты рассчитываешь? Тогда такой неловчик. Тогда человек вроде как должен оправдываться, что не. Ну, то есть он об этой своей стороне было жизни... Было бы странно, да? Есть она, нет, он об этом не говорит. И у него вроде как жена есть, иначе, все дела. Да, зачем эту тему обсуждать, поднимать для того, чтобы повысить рейтинги? Ну, наверное, только так. То есть нужно понимать, для чего ты это делаешь. Ты хочешь ему знамя вручить, прайд-флаг, и чтобы он с этим флагом шел впереди. Опять же, ты, получается, его в какой-то степени аутишь, и вот вперед этой колонны выдвигаешь. Ну, на самом деле, тема аутинга, она такая очень многогранная, очень неоднозначная, очень себя дискредитировало это слово, да, вот этот вот оборот, не все так однозначно, но тем не менее, на которую можно смотреть с разных сторон, и даже... Ну, я вот говорю, что есть разные мнения относительно аутинга тех самых гомофобных политиков, которые напрямую вот жмут вот эту вот кнопку принять этот закон. Но вообще аутинг — это плохо. Любой аутинг — это плохо. А особенно, если вы аутите своих друзей, коллег, это подло, некрасиво, это подставляет их под удар, это лишает их возможности строить свой собственный курс в жизни, как они ее сами себе видят. Потому что никто не знает, насколько для каждого это сложно. Если твой опыт камин-аута был удачным, успешным, позитивным, ты не можешь распространять это на всех остальных. Конечно. Это не значит, что у всех остальных будет точно так же. У всех разное окружение, у всех разные родные, разные друзья, приятели, коллеги, и все живут... в разном социуме. И где-то это будет опасно для жизни просто. Да. Поэтому призывать всех к камин-ауту тоже неправильно. Ну вот, наверное, да? Мне кажется, с аутингом и всей этой историей на сегодня можно завершить. Да. Можно потом ее как-нибудь еще коснуться. Кажется, да. Конечно. Можно об этом много говорить. Давай к твоей теме. Так мы поскольку не разговаривали, абсолютно не обсуждали, какие темы будем готовить, но есть одна тема, которую... очевидно, никак не вяжется с тем, что мы только что обсуждали, но это то, о чем мы очень-очень давно собирались говорить, было очень много вопросов. Это, в принципе, то, что присутствует в наших жизнях каждый день. Я вообще пока даже вот не представляешь, да? Тема удивительная. Как чистить зубы? В том числе самодисциплина. Это вообще необъемная тема, необъятная, наверное, тема, касаемо чего бы то ни было, чего бы мы ни делали. В конечном итоге, не знаю, какие-то дела по дому делать, ходить заниматься спортом, не знаю, одеваться, делать прическу по утрам, что угодно. Очень много вопросов, например, как вам удается делать то-то нужно подчеркнуть. Как мне удается, например, не знаю, заставить себя в какие-то моменты, приходится заставлять себя, в какие-то моменты хочется делать что-то самому, без всяких попыток заставить. Но, например, проснуться, не знаю, там в 5 утра или сегодня во сколько я там проснулся и пойти в бассейн плавать. Что вы меня вообще, в принципе, толкнуло пойти научиться плавать и потом
делать это с завидной регулярностью. Но это тоже какая-то дисциплина. Вообще какие-то самодисциплина и спорт, например, идут рука об руку. Поэтому нельзя добиться каких-то успехов, получить какие-то навыки, в данном случае не только спортивные, вообще, в принципе, а любые навыки, без какой-то дисциплины. Вот можно об этом поговорить. Ну, давай поговорим об этом. Как тебе дается самодисциплина? Я уж про себя не буду начинать, у тебя спрошу. Не, ну для меня это всегда челлендж. Несмотря на то, что я могу себя назвать, наверное, самодисциплинированным В чем ты человеком. наиболее дисциплинированный? Я достаточно пунктуален, я очень внимателен ко времени других и стараюсь, если вдруг что-то обещаю или о чем-то договариваемся, я стараюсь вот здесь вот совершенно дисциплинированно себя вести. Но то, что касается вот именно самодисциплины в отношении многих вещей, в том числе и в работе, это, конечно, всегда для меня челлендж, потому что я еще и большой прокрастинатор. Я говорил о своем выгорании, и я до сих пор продолжаю с этим бороться, вставать в колею. Здесь как раз нужна самодисциплина и четкая организация. И я в какой-то момент даже понял, что мне какие-то нужны паттерны в течение дня, которые помогают мне организованно, дисциплинированно выполнять те или иные задачи, чтобы в конце дня чувствовать себя удовлетворенным, чувствовать себя довольным, и для того, чтобы на следующий день захотелось продолжать. Вот я как раз хотел спросить, что помогает? Мне нужны какие-то четкие, какой-то график. Если что-то нарушает этот график или нарушает этот план, то мне порой сложно опять вырулить. То есть для меня это процесс. Для меня это процесс и в работе, в работе и в спорте тоже процесс. То есть когда встаешь в колею, там проще. Когда ты уже превращаешь это в какое-то состояние в какую-то привычку. Как это называется сейчас модным словом, в потоке, в ресурсе. Когда ты в потоке, в ресурсе, тогда проще. Например, после какого-то перерыва возвращаешься к работе после того же отпуска. Вот для меня это тоже всегда процесс. Вывести себя на то состояние самодисциплины, которым я буду удовлетворен, которое будет полностью соответствовать моим внутренним требованиям. Также и в спорте. После какого-то перерыва вернуться вот в колею и четко по расписанию выполнять те же самые тренировки, это тоже всегда процесс. Но у меня есть пример, потому что, наверное, в своей жизни более дисциплинированно, в окружении своем, более дисциплинированного человека, чем ты, я... Да нет, да, есть, но наверное. это правда. Но это правда. Это касательно только каких-то вещей, связанных со спортом только. Всех. Нет, в чем еще? Да во всем. Ты правда самый самодисциплинированный самодисциплинированный. Да. Я не знаю, я на самом деле как-то... я для себя сравниваю, что касается того же спорта, я для себя сравниваю два состояния. Я вот, например, просыпаюсь с утра. Во-первых, наверное, просто чисто физиологически. Мне, наверное, повезло в этой ситуации, что мне не проблема проснуться рано. Я делаю все свои спортивные активности, стараюсь делать с утра, когда я целый мир еще спит, когда мне не нужно выкраивать как-то время вечера, например, где можно выбрать, либо пойти там в кино, либо пойти где-нибудь покушать там в каком-нибудь ресторане, кушать слово идиотское, либо пойти в какой-нибудь ресторан, не знаю, съесть что-нибудь вкусное, либо просто ничего не делать, смотреть телевизор. Не знаю, там вариантов много. С утра вариантов нет. Весь мир еще спит, общаться не с кем. Я, собственно говоря, так и начал бегать, потому что мне было скучно с утра. Я рано просыпаюсь, мне скучно, мне нечего делать. Смотреть телевизор, пойти в кино тоже не вариант. Есть вроде как еще слишком рано, ничего вкусного нет. И остается вариант, можно что-нибудь такое поделать, позаниматься спортом, не знаю, пойти поплавать в бассейн, если он открыт, побегать, еще чего-то. И вот выбор два. Я могу залениться, ничего не делать. Или я могу что-нибудь делать. Если сильно не хочется, сделай по сокращенной программе. Сделай что-нибудь и чувствуешь такое состояние удовлетворения. Как ты сам сказал, что какое-то состояние какого-то ачивмента. Ты чего-то добился, чего-то сделал, поставил галочку, уже хорошо. Не сделал, будешь целый день себя за это ругать. Как так? Зачем заленился?
Наверное, то есть ты не позволяешь себе лениться? Позволяю, почему? Но... Бывает такое у тебя, когда ты что-то начинаешь делать, ты понимаешь, что ты почувствуешь удовлетворение, если это сделаешь, ну, вроде как начинаешь, а потом, ну, до тошноты тебе не хочется это делать. Что вот в этот момент ты делаешь? Ты себя заставляешь дальше это делать или прекращаешь и даешь себе возможность, ну, залениться, что угодно, просто этого не делать, потому что тебе, ну, ты уже физически, эмоционально никак не хочешь это делать? В спорте, наверное, обычно нет. Последнее, что приходит в голову, например, я выбрал какую-то достаточно тяжелую тренировку в плавании, и я пошел в бассейн, и где-то уже к концу 2/3, наверное, основного сета я проплыл, и остается еще треть. Я понимаю, что я уже устал, ну нафига я выбрал этот длинный сет, ну уже ничего не хочется, уже вылезти и пойти домой, не знаю, есть плюшку какую-нибудь, одну из тех, которые ты приготовил, разморозить ее, съесть, получить удовольствие. Но потом подумаю, ну осталось еще чуть-чуть, осталось всего лишь треть, ну уже доплыву ее, и все будет хорошо, и доплыл. Здесь, наверное, ну, как такие вещи приходят в голову. Не то, чтобы я там посреди какой-то дистанции сдался. Хотя бывает иногда на соревнованиях у меня с плаванием проблема. В этом плане с плаванием в открытой воде. Я могу поплыть и запаниковать. И уже вот в прошлом году на одних из соревнований было слишком волны были большие или еще что-то. Меня иногда находит в голове, я начинаю паниковать. Блин, я не вижу дна, волны, я посреди какого-то водоема, сейчас я утону или еще что-то, какие-то такие мысли начинают приходить. И в этот момент очень тяжело собраться обратно. Все, что нужно сделать, снять шапку, поднять, и тебя спасатели вытащат. И на этом соревнование твои ты закончишь, сойдешь с дистанции. Либо как-то все-таки попытаться собраться и доплыть, не знаю, самодисциплина. Ну, это скорее борьба со страхами какая-то. Мне да. кажется, что здесь дело даже не в самодисциплине, а в том, чтобы взять себя в руки. Самодисциплина — это просто выйти еще на эту, ну, там, дистанцию. Это наверное, уже какой-то там, да? Бывает иногда на работе у тебя есть какая-то отвратительно скучная задача. И это стоит каких-то невероятно колоссальных усилий устоять и заниматься вот этой вот нудятиной. Благо, что иногда есть возможность переключиться на что-то еще. И я вот бросаю это, думаю, ну потом верну. Ну нет сил никаких этим заниматься. Я бросаю эту какую-то нудятину и переключаюсь на что-то другое. Благо, что работы много, и всегда можешь многие вещи ты делаешь параллельно, переключаешься на что-то другое, делаешь что-то другое. Иногда вообще никак не идет. Но я могу взять паузу, вернуться к этому через несколько часов, там, не знаю, вечером, после рабочего дня, когда люди оставят меня в покое, я могу посидеть, что-нибудь поковырять. Я, например, чудовищно неорганизован, мне кажется, касательно каких-то вещей, которые не обязательны. Вот, например, с одной стороны, условно обязательные. Мне нужно, есть у нас онлайн обучение, и это опционально. Ну, все все сотрудники, всем надо составлять для себя план развития, чтобы они выбирали себе курсы, которые они хотят взять, чему-то научиться. Но это условно обязательно, скажем так. Ну, как бы обязательно, но есть гибкость. А когда есть гибкость, то вроде как и надо дисциплинированно к этому подойти для того, чтобы это сделать себе обязательным. И я вот, например, выбрал себе курс, но я мог бы закончить его за неделю. Прошло месяца 3 уже, наверное. Я до сих пор его не сделал. Ну, мне кажется, что с точки зрения необязательных, но желательных, это как раз вот, да, очень, кстати, классная вещь, самодисциплина в том, что касается саморазвития. Мы, просыпаясь 1 января или там 31 декабря, накануне Нового года, у многих в голове вот эти вот резолюции, обещания самому себе делать то, учить язык, совершенствоваться в этом, узнать что-то новое. И вот многие, я сам, наверное, отчасти в каждый год вступаю с такими вещами, но потом это рушится о том, что это вроде как не обязательно, и можно уделить время чему-то либо обязательному, либо просто полениться, или посмотреть какой-нибудь хороший сериал. Что тоже, в общем-то, отчасти саморазвитие, если сериал действительно хороший. Но ты скипуешь какие-то вот эти вот вещи.
необязательные. И в этом, конечно, очень сложно. Ну вот, я не знаю, Слушай, я говорю, что мне помогает четко запланировать именно именно каким-то вот этим вот графиком, которому следовать и по которому, ну вот как-то вот идти. Например, в том же, ну, те же самые мастер-классы, которые являются сейчас таким обязательным мероприятием для меня, потому что, ну, это платные мастер-классы, я провожу их для людей, которые, опять же, на меня рассчитывают, которые заплатили за это деньги. Да. Здесь есть у меня какие-то там обязательства, и я сознательно отчасти внедрил их для того, чтобы вот этот вот какой-то, вот эти вот какие-то паттерны помножить, для того, чтобы свою работу вот ими как-то вот так вот, работу, жизнь как-то так обустроить, чтобы было проще организовываться. Но мне кажется, еще огромный фактор, получаешь ли ты от этого удовольствие или нет. Мне кажется, несмотря на то, что даже взять вот это вот какой-то каркас, который ты себе выстроил в виде этих мастер-классов, во-первых, я считаю, что это их... скажу уже, как есть, офигительно круто делаешь. Спасибо. И мне кажется, что те, кто не присоединяйтесь, не присоединились, обязательно надо. Ну, нет, ну, правда, я видел разных инструкторов, потому что приходилось, много чему учился. Как там это? У меня, честно говоря, очень много дипломов. Ну, много ситуаций было, как IT-специалист, я проходил много всяческих курсов, чтобы научиться тому, всему, пятому, десятому, ведь постоянно технологии меняются, ты так или иначе все равно чему-то, когда постоянно чему-то учишься. Поэтому, чего уж говорить, язык учил, то учил. Но, и вот в плане обучения, мне кажется, то, как рассказываешь ты, то, как показываешь ты, это очень-очень круто. А потом, мне кажется, что вот самый главный фактор, ты сам от этого получаешь удовольствие. И даже если получается так, что в какие-то дни, ну, мы люди, и не всегда есть настроение чем-то заниматься, и ты знаешь, что просто это обязательно в результате в процессе перерастает в это приятно, мне это нравится, ты сам себя как-то разгоняешь в процессе этого всего. И в конечном итоге, когда мастер-класс заканчивается, и ты понимаешь, что он прошел очень круто, а они практически все очень круто проходят, то уж практически все и проходят. И в результате ты не только с удовольствием получаешь от поставленной галочки, но и удовольствие от проделанной работы. И понимаешь, как это здорово прошло, и на следующий у тебя уже немножечко больше энергии. Но мне кажется, ты сам себя разгоняешь в процессе. И я люблю дело, которым занимаюсь, и каналы свои люблю, и все, чем занимаюсь, и съемки видео, но... Ну вот есть там какие-то вещи, которые, ну я говорил, это связано в том числе и с выгоранием, поэтому если бы был какой-то рецепт такой самодисциплины, которая при этом, опять же, еще и гарантированно приносила удовольствие, я бы им поделился, но всем для этим рецептом пользовались для меня бы. Это челлендж. Есть вопросики. Поэтому если бы был какой-то рецепт самодисциплины, ну, например, у меня его нет. То есть получается, что мы такие с тобой дисциплинированные, но как так получилось? Неизвестно. Ну, нет, у меня нет ответа на этот вопрос. Просто вот для меня, опять же, ну, как я себя дисциплинирую, вот я нашел себе вот это создание каркаса из вот этих вот каких-то... Ну, это всегда для меня такие упражнения, которые приходится делать. Ты видишь какой-то план, ну, в смысле, ты видишь какую-то цель, которую ты хочешь достичь. Главное, чтобы эта цель была как-то измеримо, не просто, знаешь, хочу, как там это, хочу жениха, хочу богатства, хочу в Морозко, а просто ты ставишь какую-то себе цель, ты создаешь какой-то план, и потихонечку к этому двигаешься. Ну, опять же, нужно, чтобы тебе нравился еще и процесс как-то. Это самое главное. То, что касается работы, да и вообще жизни. От всего в жизни нужно получать удовольствие, стараться получить удовольствие. Да. Последняя самодисциплинированность моя выражалась в том, что я выходил чистить снег, когда навалило его практически по пояс. 2 часа самодисциплины. И я вышел, увидел эти сугробы, Леша уехал в командировку. Ну, елки-палки, сколько я сейчас буду... Я вышел в 11 вечера. До часу ночи. Я до часу ночи разгребал этот снег, и я уже готов был сдаться, у меня замерзли ноги, но я видел, что вот этот маленький кусочек, думаю, я доделаю его лучше сегодня, потому что завтра ж мне тоже придется возвращаться к этому, поэтому лучше сейчас. Вот пока одним уж вот, сейчас лопата в руках пока еще шевелюсь, доделаю, да, пока еще шевелюсь, не околел, лучше сейчас я это доделаю. Это тоже такая мотивация сделать лучше сейчас, не переносить, может быть, не самое приятное на завтра, но когда осталось уже не так много. То есть разобраться с ним сегодня, преодолеть вот это вот состояние «не хочу» уже сейчас, чтобы потом расслабиться и пойти спать.
Что я сделал во 2 часу ночи. Мне кажется, что, ну, опять же, это я не думаю, рецепт или не рецепт, что надо просто делать. Ты делаешь, аппетит приходит во время еды. Может быть, надо просто ставить себе поменьше какие-то цели для того, чтобы по чуть-чуть, знаешь, даже как в спорте. Опять же, мне почему-то всегда к спорту сходят все какие-то эти аналогии. Мне кажется, если вот ставить себе цели такие очень измеримые, очень небольшие, то легче в результате прийти к тому, что ты делаешь что-то, казалось бы, большое, и потом тебе люди говорят: о, это требует большой дисциплины для того, чтобы делать такие вещи. А оно всегда начинается с гораздо более маленького чего-то. Мне кажется, что вот в этом, наверное, наш секрет и заключается. В завершение та фраза, Лёшина фраза, которая мне всегда помогает. Если тебе... Ну, иногда я позволяю себе лениться, но в большинстве случаев эта фраза мне действительно помогает. Если лень, значит, точно надо делать. Да. Я так на пробежке выхожу. Ну, правда, не в морозы сейчас, нет. Но на беговую дорожку все-таки, да, спускаюсь. Что там дальше у нас по расписанию? Киносериальная рекомендация? Мы решили сегодня поговорить или порекомендовать сериал, который посмотрели недавно, 1 сезон, называется «Плюрибус», или по-русски он называется «Одна из многих», «Одна из нас». Да, как-то множество, наверное, такое. Как-то да. В общем, «Плюрибус» сериал. Прекраснейший. Автор сериала Винс Гиллиган, который известен такими мощными проектами, как Breaking Bad, X-Files. X-Files тоже он сделал? Да. О, я не знал. И Better Call Saul. Лучше звонить Солу, не знаю, как по-русски. На самом деле, мы из этих проектов, наверное... Мы Breaking Bad начинали смотреть. Да, пробовали. Да. При всем понимании, что это очень крутой сериал, но не пошло. Мы, наверное, даже досмотрели, может быть, до конца 1 сезона или что-то там близко подобрались, но как-то дальше не пошло. Потом случился какой-то перерыв, и все, настроение сломалось, и мы дальше пока к нему не вернулись. Непонятно, вернемся ли. Better Call Saul мы тоже не смотрели. А вот сериал, который Little Boxes, это кто? Это не он тоже снял? Нет, по-моему, не. А как он назывался? Wits. Не да. он. Нет, по-моему, не его. Ну, точно не его. А вот Плюрибус как-то зашел сразу с первой серии. Опять же, на секундочку. Да. Мы не рассказываем спойлеров. Нет, на всякий случай. Если вы сериал еще не смотрели, стоит посмотреть. Однозначно сразу говорим, стоит посмотреть. Я вроде пересмотрел даже трейлер, посмотрел, о чем можно говорить, о чем нельзя. Но кто-то даже трейлеры на самом деле не смотрит, а выбирает смотреть сразу, погружаясь и вообще ничего не зная. Мы сами не любим ни тех, кто спойлерит, ни спойлеры. Сковородка, все дела, об этом уже говорили, поэтому, если что, мы предупредили. В общем, дальше ваш выбор: смотреть, слушать, закрыть глаза или перемотать на следующую часть. Мир, в который вдруг стал счастливым. И во всем этом счастливом мире находится самый несчастливый человек, который пытается к этому адаптироваться, и есть выборы: бороться, не бороться, стать такой же счастливой, как все остальные, или пойти другим путем. Значит, перекликается с фильмом, который я постоянно пересматривал, а ты такой, ну опять-то вот это смотришь, с «Москва Кассиопеи. Отроки во вселенной», где всем живым прибыть на пункт осчастливливания. Ну вот там всех осчастливили. Вообще сериал нам невероятно понравился и идеей, и воплощением, и актерской игрой, и там и режиссерской работой, и как снято, всем понравился. И он не просто так собирает сейчас разные премии, вся вот эта вот история. Ну, сериал крут. Например, наш друг Денис посчитал его скучноватым и удивился, почему на этом сериале ты не спишь. Леша вообще на многих сериалах спит, даже на каких-то остросюжетных триллерах, где там экшен может уснуть, но тут нам так вкатило. И мы обсуждали все происходящее, примеряя на себя. Как бы мы повели себя в этой ситуации, как бы мы адаптировались к этому новому миру. Но, конечно, особенно в это время, знаешь, тоже такая борьба двух вещей. Мир, казалось бы, все счастливые, но, наверное, не по собственному выбору счастливые. Но при этом все счастливые. Примеряя на текущее то, что сейчас происходит с миром, думаешь, вот что лучше, насильно сделать всех счастливыми,
Но зато, но перестать, прекратить все какие-то Преступления, плохие, насилие, да, войны, да, абсолютно. убийства, все что Или угодно. все-таки, поскольку это насильственное осчастливливание, может быть, это не самый такой нужный способ, не самый правильный способ этого всего добиться. Мы Это вчера на такой- эту тему также серию Fallout смотрели, да? Да. Тоже как раз про насильственное осчастливливание и насколько это уместно, насколько это нужно, или каждый человек должен сам решать, каким путем он хочет пойти, добра или зла. Ну, может быть, кто-то Вот счастлив в своем этом злом существовании. Потому что на наш взгляд, наверное, ничего такого ужасного в этом мире нет. Вопрос в том, как опять же, Что в мире этого сериала. в мире этого сериала, да. Ну и если применить его сейчас к миру, всех сделать, например, счастливыми. Может, оно и к лучшему. И, может быть, и к лучшему, да. Но здесь как раз Прекратить выбор войны, тогда. убийства. Кто и из всё- нас будет всё счастливый, страшное, кто будет ужасное. та самая Кэрол Стурка. Но при этом, да, остается человек, который все это понимает, что это насильственное осчастливливание. Мгм. И как вот в этой ситуации быть? Пользоваться ли этими всеми благами осчастливленного мира? Там становятся доступны многие вещи в жизни, которые до этого были недоступны. Мы даже с тобой говорили, а ты бы хотел, чтобы Милен Фармер приехала и устроила тебе концерт здесь, Хотел бы, прям конечно. вот в доме? Пусть Наверное, было бы приезжает. круто. Интересно. И, сериал очень Вообще- крутой, интересный и очень интересно развивается. И... Мне кажется, еще и визуально он очень круто сделан. Ты, может быть, поэтому тебе, может быть, ты не осознаешь этого, но тебе, особенно как человеку, который стоит всегда со стороны, смотрит на все со стороны видоискателя, будь то фотокамера или видеокамера, да, на самом деле при съемках этого сериала они же используют специальные цветовые какие-то вещи. Мгм. В каждом практически кадре есть какой-то 2-3 основных цвета, а остальные все очень гармонируют с ними. И они такие еле-еле присутствуют в кадре. И на самом деле я где-то видел в Инстаграме, по-моему, анализ. Весь сериал так снят. И он, и еще его соседний сериал тоже на Apple TV, который называется Severance. Я, например, в полном восторге. Саше не нравится. Ну, мне не Саше зашел. Ну, просто не зашел. пошел. Мы начинали вместе смотреть, первые несколько серий посмотрели вместе, бросили Ты вместе. вернулся, я Потом нет. мне кто-то сказал, что такой крутой сериал. Мы думаем, может быть, просто надо пережить несколько первых серий. И потом зайдет, так получилось. Зашло, и я с таким удовольствием. И вот там тоже по поводу цветового всего, там целая система же это есть. Они как-то вот выбирают. И мне кажется, что это... Я как прочитал об этом, я посмотрел действительно, что это очень круто. Они даже вот в этом моменте делают так, чтобы смотреть было приятно. Ну и в целом сюжет очень увлекательный. Говорю, мы практически каждую серию обсуждали и даже останавливали на паузу, ставили на паузу иногда и говорили, а вот ты бы как бы себя повел, а вот здесь вот как бы ты себя повел. Потому что очень много вещей, которые ты можешь примерить на себя, исходя из своего собственного сейчас мироощущения. Это очень круто. Ну, слушай, мне Сериалы, которые, знаешь, останавливаешь на паузу для того, чтобы обсудить Да. и поговорить о смысле жизни, Да, такое да, редко бывает. работают. Да. Ну, слушай, мне вообще нравится, как мы с тобой в последнее время какие-то вещи смотрим. Очень часто, будь то смотрим какой-нибудь проект на YouTube, который мы вместе смотрим, какая-то выходит там очередной эпизод этого проекта, либо какие-то сериалы. Мы очень часто, у нас лежит на столе, стоит между креслами, лежит пульт, мы такие, либо я, либо Саша такие нажимает пульт. Так, хочется обсудить. теперь поговорим, теперь да. давай поговорим. Не могу держать в себе. Мне нравится. Даже художественные какие-то вещи, Да. знаешь, Да. как мы обсуждаем. Мне кажется, что это так очень прикольно. И там в этом сериале есть о чем поговорить, есть что обсудить. Посмотрите. Рекомендуем. Ждем Да. второй сезон с нетерпением. Очень понравился, очень зашло. Поглядывая на часы, понимаем, что даже на рубрику нам пишут сегодня не остается времени, поэтому всем черемыхам готовиться к следующему эпизоду. Мы тогда пройдемся по комментариям, да. Или что-нибудь из этих запасов, которые на сегодня были. Но просто сегодня уже нет возможности все это Чтобы уж на 2 часа не обсудить. растягивать. Да, чтобы на 2 часа сегодняшний разговор не растягивать. Будем, наверное, прощаться, закругляться. Спасибо всем, кто сегодня с нами поучаствовал мысленно, а потом еще и в комментариях продолжит дискуссию, к чему мы всегда вас призываем. Всем вам большое за это спасибо. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Ну и да, и подключайтесь там к комментариям, отвечайте на другие комментарии, пишите, с чем согласны, с чем не согласны, тем более, что поводов для дискуссии сегодня, по крайней мере, 1-2 повода мы вам точно
подкинули, да. И напишите, смотрели ли сериал, который мы порекомендовали. А может быть, сами что-то тоже в комментариях порекомендуете. В общем, все там пишите в комментариях обязательно. И если будут у вас какие-то вопросы, вы там тоже можете задавать, потому что та же самая рубрика «Нам пишут» — это не только для обтролливания троллей, но и также для какого-то фидбэка, для каких-то ответов вам, ну, которые, может быть, не вынести в отдельное какое-то большое видео, но можно коснуться вот как раз вот каким-то таким ответом на вопрос. Поэтому пишите, пишите. Спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо за то, что мы с вами. Что уж, надо закругляться. Спасибо за ваши уши. Спасибо за ваши души. До новой скорой встречи. Пока. Пока-пока. У меня язык уже устал, да. Срочно нужен перерыв. Все, пока.